Привет, друзья! Когда один политик уходит, а другой набирает силу, на поверхности все кажется спокойно. Но за кулисами разворачивается настоящая битва за влияние в Берлине. Время Олафа Шольца на посту федерального канцлера Германии постепенно подходит к концу. Однако, несмотря на это, получивший юридическое образование, политик не планирует в обозримом будущем возвращаться к своей профессии адвоката. Он также не испытывает интереса к работе в наблюдательных советах крупных компаний. Представитель социал-демократической партии Германии по-прежнему видит свое будущее в Бундестаге. После завершения своей канцлерской деятельности Олаф Шольц намерен продолжить активную работу в качестве депутата парламента, сделав акцент в частности на нуждах собственного избирательного округа. Одновременно с этим он категорически исключает возможность занять места в каких-либо наблюдательных органах. Как сообщил его официальный представитель Штефан Хейбештрайт в интервью, цитата: «Олаф Шольц не стремится к получению каких-либо мандатов в наблюдательных советах и тому подобном». По его словам, сам Шольц неоднократно подчеркивал, что для него было величайшей честью в жизни быть 9-м федеральным канцлером Германии, поэтому он и дальше будет осуществлять свои полномочия в депутата в Бундестаге. К своей адвокатской практике Шольц также не собирается возвращаться, цитата: «С момента своего первого избрания в Бундестаге в 1998 году он приостановил профессиональную деятельность в юридической сфере, и в обозримом будущем никаких изменений в этом отношении не планируется», отметил Хейбештрайт. На парламентских выборах в феврале этого года Шольц сумел вновь одержать победу в своем избирательном округе в Потсдаме. По словам Хейбештрайта, еще будучи простым депутатом, он всегда активно работал с избирателями, регулярно проводил встречи с гражданами и намерен продолжить эту традицию. Не только для лидера ХСС Маркуса Зёдера, но и для будущего канцлера Фридриха Мерца Александр Домбринт является практически незаменимой фигурой. Теперь именно он становится новым федеральным министром внутренних дел вместо Нэнси Фейзер. Еще во времена коалиционных переговоров с СДПГ, а ранее в беседах с представителями партии «Зеленых», Домбринт играл ключевую роль, центральную, я бы сказал, роль, выступая как один из главных стратегов от ХСС, который действительно влиял на ход обсуждений. Будущего министра внутренних дел Германии Александра Домбринта нередко называют одновременно подстрекателем и бумагоглотателем. Это такой у него политический стиль. В прошлом году он сделал громкое заявление, в котором обвинил партию «Зеленых» в том, что они являются настоящими ускорителями поляризации в нашем обществе. Более того, по мнению Домбринта, именно «Зеленые» несут прямую ответственность за дальнейший рост правых партий, таких как «Альтернатива для Германии» во главе с Алис Вайдель. На последнем заседании парламента перед выборами в Бундестаг он очень жестко раскритиковал министра экономики Роберта Хабека, заявил, что тот сделал Германию посмешищем во всей Европе, а его энергетическая политика просто-напросто глупа. И при этом хочу заметить, что это было еще довольно мягко для риторики самого Домбринта. Давайте вспомним, как в 2010 году, когда он занимал пост генерального секретаря ХСС, он сравнил тогдашних партнеров по коалиции СВДП с огуречной командой, а уже в 2011 году он нес ответственность за предвыборное видео с переделанным народным гимном. Домбринт тогда открыто заявил, что «Зеленые» – это политическое крыло хулиганов, метателей камней и поджигателей. Что же касается его репутации, человека, который тонет в бумажной работе, Домбринт часто задерживался до глубокой ночи в своем кабинете министерства, разбирая документы и дотошно изучая каждый пункт. Однако все это усердие с документами не принесло нужных плодов. Так, одна из главных задач, которую перед ним поставил тогдашний лидер ХСС, не была реализована. Речь идет о введении так называемого иностранного дорожного сбора. Уже после выборов название пришлось изменить, так как оно прямо указывало на дискриминационный характер инициативы, ведь взимать плату только с иностранных водителей противоречит законодательству Европейского Союза. В итоге появился сложный законопроект, который должен был не затронуть владельцев автомобилей из Германии, но все равно соответствовал правовым нормам. План потерпел крах. Летом 2019 года Европейский суд окончательно отменил немецкую систему дорожных сборов. На тот момент, кстати, Александр Домбринт уже не возглавлял транспортное ведомство, он перешел на должность председателя земельной группы ХСС в Бундестаге. Ответственность за последующие компенсации потенциальным операторам этой неосуществленной системы перешла к его преемнику. Что здесь примечательно? Александр Домбринт смог удержаться у власти даже после того, как пришел Маркус Зёдер.
Хотя между Домбринтом и Зёдором никогда не было особой симпатии, именно прагматизм позволил ему пережить эту смену власти. Перед назначением на пост проходили активные переговоры с министром обороны Борисом Писториусом, с сопредседательницей фракции «Зеленых» Катариной Дрёхи и лидером СДПГ Ларсом Клинбеллем. Но в этой напряженной политической ситуации Маркус Зёдор осознал, заменить Александра Домбринта в Берлине было бы невозможно, по крайней мере на равных условиях. Он понял, что это был бы стратегически неверный шаг сводить Домбринта лишь к провалу с проектом по введению платы за пользование автобанами. На публике Домбринт действительно часто выступает как жесткий прямолинейный политик, не стесняющийся резких формулировок. Однако за этой резкостью кроется опыт и глубокое понимание политических механизмов. Домбринт – это не человек, который может увлечь массы, как это делает, например, Зёдор. Он не тот, кто покоряет толпу выступлениями на политическом попелище, как это бывает на традиционных ассамблеях в политическую пепельную среду, но зато он выдающийся аналитик и опытный стратег. Именно это делает его столь ценным союзником для Зёдора в непростых внутриполитических раскладах. Именно Домбринт сыграл ключевую роль в переговорах с Борисом Писториусом, в ходе которых были выработаны основные положения по частичной отмене жесткой политики долгового тормоза ради увеличения оборонных расходов. Именно Домбринт вел диалог с Катариной Дрёхи от «Зеленых», когда обсуждение поправок к основному закону зашло в тупик. И снова именно Домбринт спустя всего несколько недель сумел спасти коалиционные переговоры с СДПГ, которые, кстати, 7 апреля оказались под угрозой срыва. За день до этого социал-демократы направили в адрес ХДС-ХСС документ с требованием о различных налоговых повышениях, а для консерваторов повышение налогов выглядело как прямая провокация. Согласно информации издания «Шпигель», Фридрих Мерц отреагировал крайне эмоционально. По внутренней информации он даже заявил, что при необходимости обратится к федеральному президенту и сообщит о провале переговоров. Но напряженность удалось снять благодаря именно Домбринту, который провел личную встречу с лидером СДПГ Ларсом Клинбеллем с глазу на глаз, скажем так, без лишних свидетелей и камер. Уже через 2 дня после этого конфликта партия смогла согласовать все спорные вопросы и официально предоставить готовый коалиционный договор. То есть, по сути, перед Александром Домбринтом сейчас стоит почти невыполнимая задача. С политической точки зрения он убежденный консерватор, причем даже более последовательный в своих задачах, чем нынешний глава партии Фридрих Мерц. При этом Домбринт уже зарегистрировал себя как надежный партнер в глазах даже партии «Зеленых», с которой у Христианско-социального союза, напомню, обычно мало общего. В минувшую среду на заседании фракции «Зеленых» Катарина Дрёхи и Брита Хассельман, которые возглавляют парламентскую фракцию партии, комментировали планы будущего кабинета министров и в том числе говорили о возможной роли Домбринта в качестве нового министра внутренних дел. Однако основной акцент их критики был направлен не на него, а на Фридриха Мерца. Дрёхи высказалась прямо, цитата: «Мы уже привыкли к тому, что обещания Фридриха Мерца, как правило, не реализуются. Здесь речь шла о планируемых возвратах беженцев на границе, которые, по мнению партии «Зеленых», нарушают как основной закон Германии, так и право Европейского Союза. Причина спора стала формулировка из коалиционного соглашения, которая слово в слово ранее уже фигурировала в проекте соглашения между ХДС-ХСС и Социал-демократической партией Германии. Цитата: «Мы будем в согласовании с нашими европейскими соседями осуществлять возвраты на общих границах, включая случаи подачи прошения о предоставлении убежища». И вот это слово «согласование» не более чем типичная формулировка компромисса, за которой скрывается разногласие. Здесь вопрос в том, означает ли это, как считают в ХСС, что соседние страны, такие как Польша и Франция, будут просто поставлены в известность, или же, как настаивает СДПГ, они должны будут давать явное согласие на подобные меры. Для партии «Зеленых» это открытый конфликт, один из тех, что в коалиции светофоров неоднократно становились поводом для ожесточенных споров и затяжных разногласий. В такой обстановке Брита Хассельман с иронией замечает, цитата: «Это, по сути, будут невыполнимые задачи для нового министра внутренних дел Домбринта». И действительно, трудно себе представить, чтобы Домбринт нашел компромисс, который удовлетворил бы «Зеленых», но в то же время его миграционная политика вряд ли станет вторым провалом по типу автомобильного налога. В бытность министром транспорта он пытался реализовать предвыборное обещание только ХСС
вопреки возражениям тогдашнего канцлера Ангелы Меркель. Однако сдерживание миграции – это уже не частная инициатива, а одна из ключевых задач для обеих союзных партий ХДС и ХСС в составе следующего кабинета. Более того, поддержка нового канцлера Домбринду обеспечена, а теперь у него просто нет права на провал. А теперь давайте обсудим, как вам такой серый кардинал немецкой политики и чего ждать от Германии, если за штурвалом окажется именно такой стратег, как Домбринд. Подпишитесь и спасибо за просмотр.